Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ирина. Сегодня мы продолжим говорить о сознании человека и проследим вместе эволюцию человеческого сознания на 5 уровне. Этот фильм посвящен 5 уровню сознания, тому состоянию, которое часто называют 5D – реальностью сердца, мудрости и безусловной любви. Здесь не будет ни догм, ни обещаний волшебной таблетки, будет честный разговор, что это такое, как оно проявляется, какие у него опоры, тонкие тела, энергетика, мудрость и что с этим делать лично вам. Готовы? Поехали! Представьте себе на перекрестке слева привычный мир борьбы, страха и конкуренции. Справа мир, где решения идут из сердца, где люди сотрудничают и творят вместе. 5 уровень – это не телепорт, это сдвиг восприятия. Вы не меняете адрес, вы меняете частоту, с которой принимаете мир и начинаете притягивать к себе людей по закону резонанса, с таким же восприятием или с такой же частотой. И чем чаще вы на этой частоте, тем больше ваша повседневная жизнь начинает выглядеть иначе. Что такое 5D в человеческом опыте? Это состояние, где вы ощущаете сердцем картину мира. Вы видите людей сквозь маски и роли и понимаете все, что с ними происходит. Ведь вы уже прошли через эти состояния. Вы уже прошли через свой страх, агрессию, эмоциональные качели, штурм умозаключений ума. Вы помните, как это было, понимаете все эти состояния изнутри и видите их с точки зрения своего опыта. Поэтому к другим людям вы относитесь с полным принятием. Видите за внешними проявлениями внутренние причины. Спокойно наблюдаете, не осуждаете. Вы доверяете пространству, понимаете, что оно умное и справедливое, что Бог или высший порядок постепенно приведут каждого к его лучшей версии. И потому можете с доверием позволять всему происходить естественно, спокойно, без внутреннего сопротивления. Понимаете, что за агрессией часто стоит боль. Вы действуете из ясности и принятия, а не из спонтанной реакции. Вы ощущаете глубокую связь с природой. Синхроничности перестают быть случаями, они становятся языком вашей жизни. И это не означает, что в вашей жизни исчезнут проблемы. Они будут, но вы научитесь с ними взаимодействовать по-новому. Как это выглядит энергетически? В терминах тонких тел на 5 уровне особенно активно включаются каузальная, причинная и будхиальная, интуитивная мудрость сердца тела. Физическое и эфирное берегутся, как храм. Забота о теле становится не страхом не заболеть, а уважением к сосуду, через который проявляется жизнь. Астрал эмоций очищается, эмоции переживаются и отпускаются, они больше не тянут за собой катастрофу. Ментальное тело утихает в роли диктатора и превращается в инструмент прозрения. В сумме это дает ощущение целостности. Не я тут, жизнь там, а я в потоке. Если вы любите шкалу Хокинса, то там диапазон примерно 500-540 единиц, часто ассоциируется с любовью, радостью и внутренним светом. Это те вибрации, где уже включается опыт 5D. Важно, что это не герцы, а карта состояния, ориентир, а не прибор для измерения в лаборатории. Теперь несколько живых картин, чтобы не было теории ради теории. Представим сцены и сравним реакции человека на разных уровнях, а затем посмотрим, как действует сознание 5 уровня. Сцена 1. Коллега подставил вас на важном проекте. На уровне 1-2 уровня сознания, страха реакции, вы кричите, мстите, строите заговор против него, адреналин зашкаливает. На 3 уровне ума контроля вы собираете доказательства, включаете стратегию «я докажу» и сражаетесь в офисной войне. На 4 уровне доверия вы пытаетесь отпустить, говорите себе «все, пусть будет». но внутри все-таки еще остается обида.
На 5 уровне вы глубже видите причину. Этот человек действует из собственной боли или страха. Вы голосом спокойного наблюдения говорите себе: «Я вижу его боль». И вместо мести выбираете действие, которое сохраняет ваше достоинство. Честный разговор, границы или тихий уход. Результат – меньше лишней энергии. Своим добрым сердечным отношением вы даете человеку возможность еще раз внутри прожить данную ситуацию и исправить ее. Ведь вы не осуждаете, вы искренне этого хотите, и по закону резонанса человек начинает общаться с вами на вашей частоте, и действительно ситуация исправляется. Сцена 2. Подросток кричит родителю: «Ты меня не слышишь!» Нижние уровни отвечают огнем и упреком. Ум отвечает логикой и доказательством своей правоты. 5 уровень делает паузу. Родитель слышит эмоцию, называет ее вслух. «Я слышу, что тебе больно». И это мгновенно меняет тон разговора. Не потому, что слова волшебны, а потому, что в них присутствует сердце. В них нет попытки контролировать или исправить. Есть принятие и граница одновременно. Это снимает эскалацию. Сцена 3. Диагноз или серьезное испытание в жизни. Его мать заболела. Болезнь словно стала отражением ее внутреннего конфликта. Снаружи казалось, что она делает доброе и правильное дело, помогала с детьми, полностью отдавала себя заботам. Но в глубине души она давно мечтала о тишине, о времени для себя, о свободе. Она боялась признаться в этом даже самой себе, ведь в обществе принято считать, взрослые должны помогать молодым, бабушки обязаны сидеть с внуками, и она следовала этим правилам, даже когда ее душа выбирала другое. Сын не стал бороться с болезнью в лоб, он увидел ее истинный корень. Не тело матери ослабло, а ее душа устала жить не своей жизнью. Он нашел врача по психосоматике, а главное, мягко и с любовью помог матери осознать, если бы она действительно хотела быть все время с детьми, ее сердце было бы в этом, и тогда болезнь не пришла бы. И когда она впервые честно сказала себе: «Я хочу отдохнуть», я имею на это право, напряжение внутри растворилось, болезнь стала уходить, уступая место силе и легкости. Так человек 5 уровня помог близкому не только выздороветь, но и освободиться от оков навязанных стереотипов. Нижние уровни дают панику или безумную борьбу с симптомами болезни. Ум старается победить любыми средствами. 5 уровень видит болезнь как учителя. Да, вы принимаете все разумные шаги, врач, лечение, но вы спрашиваете глубже. Что тело и душа хотят мне сказать, где был дисбаланс? И действуете в 2 плоскостях, практически и созерцаете из сердца. Как проявляется 5 уровень в паре? Отношения на 5 уровне отличаются от предыдущих. Если на 4 уровне пары учатся уважать границы и принимать друг друга, то на 5 они идут дальше, создают совместное пространство познания и творчества. Их сближает не только сама форма отношений, сколько общее движение к истине. Это похоже на то, как будто у них появляется один мозг на двоих. Мысли текут синхронно, решения рождаются в доверии и легкости, а жизнь наполняется общими открытиями. Например, они сидели вечером у костра в горах, внизу мерцали огни города, а над ними открывалось звездное небо. Вдруг она сказала: «Представляешь, ведь каждый атом в нас когда-то был частью звезды». Он улыбнулся, подхватив мысль: «Значит, мы снова вернулись домой, светим вместе». Их разговоры становились дверями в новые миры, а на утро они записали вместе идею, которая родилась у костра. И из этого позже вырос их общий проект. Их союз не о том, чтобы удерживать друг друга, а о том, чтобы вместе открывать жизнь, как книгу, в которой 2 души читают один и тот же текст, и каждое слово наполняется двойной глубиной. Такая пара уже не держит друг друга из страха потерять, а вдохновляет и поддерживает, оставаясь свободной и целостной. А теперь масштабнее – Гая и новая Земля.
Когда мы говорим о пятой реальности, это не про переселение в другой географический район. Гайя – живое существо, ее тонкие тела тоже меняют частоту. Когда мы говорим о цивилизациях света, которые обитают в глубинах Гаи и на более тонких уровнях реальности, важно понимать, связь с ними идет не напрямую, а через наше собственное сознание. Мы редко слышим их голос как слова, гораздо чаще это мысли озарения, картинки, внезапные чувства и тонкие ощущения. Они приходят во сне, во время медитации, прогулок на природе, в моменты тишины. Именно так с человеком разговаривает его высший аспект, высшее «Я». Оно словно переводчик между нами и высшими измерениями. И когда мы начинаем доверять этим подсказкам, мы открываем дверь в более глубокой мудрости и учимся видеть мир глазами души. Новая Земля – это не новый континент, это состояние планеты, когда значимая часть человечества резонирует на более высокой частоте. На практике это значит больше людей, которые создают по-новому, в локальных сообществах, в новых формах экономики, где важна польза и смысл, а не только прибыль. Это значит, что экосистемы получают внимание, и технологии начинают служить людям, а не наоборот. Важная и немного тревожная тема – вибрационное разделение. Это не трюк фантастов, это описание процессов, где из-за разницы частот рождаются две тенденции. Одна тянет вниз – страх, контроль, агрессия, другая вверх – доверие, творчество, сотрудничество. По сути, это естественный фильтр. Ваша внутренняя частота определяет, в какую линию реальности вы более вероятно попадете. Это не приговор. Иногда люди переходят медленно из одной полосы в другую. Но в ближайшие годы различия станут ощутимее. В отношении приоритетов общества, в культуре, в том, как мы строим экономику и образование. Есть еще один слой – цивилизации света. Недра Гаи – Агарта, Телос, Шамбала. Эзотерические традиции описывают их как высокочастотные общины, которые существуют в параллельных слоях реальности Земли. С ними не стоит ожидать массовых появлений по сценарию блокбастера. Это скорее на 5-м уровне люди начинают ощущать поддержку от старших братьев через сны, через озарение, через синхроничные встречи с людьми и идеями. Это похоже на тонкую подпитку. Поле вокруг тех, кто вибрирует выше, становится мягче, и в этом поле легче строить новое. Хорошо, но что конкретно делать, если вы хотите проживать 5D в своей жизни? Вот практическая часть – набор инструментов от простого к более глубокому. Не как догма, а как меню. Берите, пробуйте, наблюдайте результаты. Утренний якорь. 3 глубоких вдоха-выдоха. Не чтобы успокоиться ради успокоения, а чтобы установить контакт с телом. Наблюдайте за собой. На вдохе чувствуйте, что принимаете. На выдохе отпускаете. Это 60-90 секунд, которые меняют тон дня. Сердечная пауза. Перед важным решением сделайте 30 секунд паузы и спросите тело. Тепло – выбираем «да». Сжатие – выбираем «это не мое». Тело часто подскажет быстрее, чем ум. Эмоциональная гигиена – правило 90 секунд. Эмоция приходит, пульсирует, проходит. Если вы не сливаетесь с ней, то через 1,5 минуты она часто уходит в фон. Называйте чувство вслух. «Я злюсь». Это уменьшает его силу. Границы в любви. Учитесь говорить «нет» без оправданий и «да» без жертв. «Я не могу сегодня, давай завтра». Коротко и честно. 5-й уровень не разрушает границы под лозунгом «все прощать». Он учит отличать сострадание от саморазрушения. Служение без жертвенности. Маленький вклад в общую среду раз в неделю. Помощь соседу. Участие в проекте наставничества, но без спасательства, не из позиции «я лучше других». Это важный переход от героизма к устойчивому вкладу. Практики интуиции.
Дневник с вопросом: что мне сегодня подсказало сердце? Записывайте совпадения. Пусть это будет лаборатория ваших озарений. Со временем вы увидите, как вырабатывается доверие к внутреннему голосу. Ограничьте медиа, подпишитесь на информационную диету. Мир в 3D склонен кормить страх. Ваша задача не игнорировать реальность, а фильтровать шум, чтобы не тратить энергию на чужую драму без пользы. Творческая игра. 30-60 минут в неделю без цели результата. Это простое подключение к энергии творения, которое в 5D течет свободно. Теперь о ловушках. 5-й уровень не значит быть светлым и супердобрым на показ. Есть две популярные ошибки. Духовное высокомерие – я просветлен. Духовное высокомерие – это когда вы избегаете своей тени, притворяетесь светлее, чем есть. Это путь в никуда. Высокомерие, когда любовь превращается в осуждение тех, кто еще пока ниже. На 5-м уровне есть честность. Да, я еще имею триггеры. И смелость работать с ними. И есть скромность. Я не выше, я просто выбираю иначе. Как эти личные шаги соотносятся с глобальным переходом? Масштабный сдвиг – это сумма мелких сдвигов. Новая Земля строится молча в сердцах и руках людей, которые выбирают сотрудничать, а не конкурировать, которые создают локальные экономики, которые заботятся об экосистемах, которые говорят правду о любви, а не вражду в маске доброты. Под конец о времени. Да, мы живем в эпоху эры Водолея. Да, процессы вибрационного разделения уже идут. Да, есть чувство ускорения, но это не повод для паники. Это приглашение к ответственности. Вы не сможете перевести весь мир в одно утро, но вы можете решить, кем вы будете в этой истории. Тем, кто продолжает питать старые паттерны, или тем, кто учится жить по-новому и привносит эту чистоту в свое окружение. Выбор – не моральное требование, а практическая направленность жизни. Заканчивая, хочу сказать просто. 5-й уровень – не рай без проблем. Это практика видеть природу проблемы, ценить урок, сохранять любовь при ясных границах и действовать с мудростью. Это мудрость, которая не громогласна, а стойка. Любовь, которая не идеализирует, а поддерживает рост. Если вы дослушали до этого момента, уже хороший знак. Вы вложили время и внимание. Позвольте себе маленький тест прямо сейчас. Закройте глаза на 30 секунд. Вдох. Считайте до 4. Выдох. До 4. Почувствуйте сердце. Какой тон? Сжатие или тепло? Запомните это чувство. Оно станет маяком. И если завтра вы еще раз спросите тело, то, возможно, заметите. Мир отвечает на ваш новый тон. Спасибо, что идете этим путем. Желаю вам прекрасного дня, отличного настроения. До новых встреч!